12 февраля в Москве состоялось 10-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством министра энергетики России Александра Новака и министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Акбара Салихи. Основной темой обсуждения стали вопросы двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, финансов, транспорта, промышленности, а также космических исследований. По итогам был подписан соответствующий протокол. План совместных работ между Институтом стандартизации и промышленных исследований Ирана и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Меморандум о взаимопонимании между Академией МНЭПУ и Экологическим университетом Ири. Возникшие преграды по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами позволяют нам и диктуют искать новые решения, которые позволят преодолеть такие преграды, найти новые векторы сотрудничества, в том числе на площадке межправительственной комиссии. За прошедший год, к сожалению, в результате возникших трудностей, в том числе связанными и с санкциями, торговый оборот между нашими странами снизился. И это, в свою очередь, ставит перед нами новые задачи по возобновлению нашего торгово-экономического сотрудничества и увеличению торгового оборота. Россия заинтересована в укреплении и в углублении торгово-экономического партнерства с Ираном. За время, прошедшее с момента проведения последней межправительственной комиссии, была проведена большая работа между нашими министерствами, ведомствами и компаниями. Были организованы выставки, конференции, круглые столы, проведены встречи с деловыми кругами, также состоялись обмены бизнес-миссиями, активизировалась работа между российскими регионами и иранскими провинциями. И я хочу отметить, что целый ряд российских компаний имеет серьезную заинтересованность не только по выходу на иранский рынок, но и закреплению на нем. Мы возобновили работу рабочих групп, всего их на сегодняшний день создано 7 таких рабочих групп в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, космоса, таможенных вопросов и других. И сегодня состоялся очень подробный деловой разговор. Мы наметили пути дальнейшего расширения нашего сотрудничества практически по всем сферам. И мы неизменно будем прилагать все усилия для того, чтобы вектор развития наших отношений был направлен исключительно вперед. И для этого у России и Ирана есть все возможности, и наш оптимизм в отношении перспектив сотрудничества основан на том общем понимании, что наработанная годами база политических отношений России и Ирана в настоящее время позволяет обеспечить устойчивое взаимодействие в условиях новых глобальных вызовов. Воля руководителей двух стран направлена на то, чтобы отношения между Россией и Ираном как можно больше развивались и углублялись. Мы являемся двумя крупными странами, которые волею своего географического расположения являемся сейчас соседями и будем соседями и в будущем. Потенциальные возможности наших двух стран свидетельствуют о том, что существует нереализованный потенциал для развития торгово-экономических связей, научно-технического сотрудничества и промышленного сотрудничества между Россией и Ираном. Я считаю проведение 10-го нынешнего заседания Межправительственной комиссии торгово-экономического сотрудничества поворотным моментом в отношениях двух стран. Мы уверены, что мощная Россия наряду с независимым Ираном могут хорошо дополнять друг друга как на международной арене, так и в двухсторонних отношениях. Все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить условия поступательного развития торгово-экономических отношений наших стран, чтобы частные сектора России и Ирана могли спокойно развивать связи друг с другом. Вопросы, связанные с сотрудничеством в области энергетики, это один из основных блоков, который является в рамках развития нашего торгового оборота и экономического сотрудничества. У нас, как вы знаете, есть целая рабочая группа в области энергетики, которая активно работает
в которую входят в том числе и представители компаний Российской Федерации и Исламской Республики Иран. И наше сотрудничество основано на нескольких направлениях. Если брать нефтегазовый сектор, это, конечно же, и совместное участие в разработке нефтегазовых месторождений. И в рамках рабочей группы российской стороне, российским компаниям переданы иранской стороной предложения по ряду месторождений, в которых могли бы участвовать в разработке российские компании. В целях дальнейшего углубления сотрудничества в разработке, совместной разработке месторождений мы сегодня с господином Салихи обсудили возможность внесения изменений в законодательство Исламской Республики Иран, которое бы позволило российским компаниям участвовать в том числе и в долевом участии в разработке этих месторождений. Еще одним важным направлением, которое мы также обсуждали сегодня, это возможность поставок российского оборудования для осваиваемых месторождений, для их обустройства, в том числе это и насосное оборудование, и нефтегазовое оборудование. И наши российские компании готовы поставлять в Исламскую Республику Иран соответствующее оборудование. И, наконец, наши страны являются членами форума стран-экспортеров газа и активно работают на этой площадке по продвижению общих идей и инициатив. В рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы рассматривали наши возможности по расширению взаимодействия в сфере использования мирного атома. И, соответственно, мы констатировали, что у нас успешно реализован проект по строительству первого энергоблока Бушерской атомной электростанции. И мы сегодня также обсуждали перспективы строительства дальнейших блоков, следующих блоков атомной электростанции, и выразили взаимную заинтересованность в реализации этого проекта. И я думаю, что в рамках рабочей группы по энергетике мы более подробно проработаем этот вопрос. Сейчас производство нефти в Исламской Республике Иран находится на уровне около 4 миллионов баррелей в день. Производство газа где-то около 60 миллионов кубометров в сутки. И мы рассчитываем, планируем в ближайшие годы наращивать объемы производства как нефти, так и газа. Производство нефти планируем довести до 5 миллионов баррелей в день, также увеличить производство газа. Для этого мы нуждаемся в сотрудничестве и опыте со стороны таких стран, как Россия. Поэтому мы надеемся на участие российских компаний в реализации крупных проектов в нефтегазовой сфере в Исламской Республике Иран. И в особенности мы заинтересованы в реализации проектов по разработке совместных месторождений Исламской Республики Иран с соседними странами.